В мирное время у меня было много политических проектов. Какие-то из них были успешными, какие-то не настолько, но если мне и положен какой-то пирожок с полки за вклад в политический прогресс России, то пирожок этот будет за пробуждение муниципальных выборов в Москве и Петербурге. В 2012 году, когда я избрался муниципальным депутатом района Щукино в Москве, Институт местного самоуправления в столице представлял собой душераздирающее зрелище. Абсолютное большинство даже среди политически вовлеченных людей Москвы вообще не имело ни малейшего понятия о существовании в Москве муниципальных советов и депутатов в них. В этих самых, советах традиционно заседало местное начальство средней руки, вроде директоров школ и заведующих отделениями в поликлинике, а голосовали за них пенсионеры в количестве до 10% от списка избирателей. Никто не видел в этом хоть какого-то политического сюжета. В первый раз это даже помогло. Когда ты идешь на выборы, на которые всем и совершенно наплевать, про которые просто никто не знает, то выиграть их можно, просто распечатав листовку с текстом в духе фейсбучного поста и своими силами распространив ее в окрестностях собственной прописки, что, собственно, я и сделал. Но настоящий успех был в 2017 году. Тогда мы придумали муниципальный Uber и помогли выдвинуться 999 желающим по всей Москве, четверть из которых выиграли выборы. Это была большая победа, причем и политическая, ведь на мертвый институт тут же все обратили внимание, и моральная, ведь центр Москвы, все места гнездования высших бюрократов, все элитные жилые комплексы были взяты нашими кандидатами почти без боя и чуть ли не все. Что особенно приятно, мы полностью выиграли тот участок, где по прописке голосовал Путин. В этом районе мы получили 12 мандатов из 12. В Тверском районе, где находится Кремль, мы получили 11 из 12, лишь один единорос прошел. С тех пор об этом заговорили. С тех пор муниципальная повестка в крупных городах попала в фокус внимания, и с тех пор избрание мундепом – это первый и самый понятный шаг для молодого политика. Ну, а для политически активных людей с тех пор голосование за тех кандидатов, которые есть в бюллетене, даже если они не идеальны, это политически верное поведение. Положение самих советов это никак не изменило. Муниципалитеты по-прежнему лишены полномочий. Они по-прежнему распределяют жалкие гроши бюджетов, не влияют на назначение каких-то людей, кадровое назначение. Муниципальный депутат – это все еще чисто номинальная должность. Но тем не менее, люди получили опыт участия в настоящих выборах. Опыт общения с реальными избирателями и даже опыт победы, что быстро стало заразительным. Муниципальные кампании становились политической школой в зачищенной от политики реальности путинской России. Когда мы все это начинали, то получили массу критики. Дескать, да кому эти муниципальные депутаты нужны? Кому нужны дискуссии о том, поставить лавочку вдоль или поперек? Претензии эти были неверны глобально, но строились на верном тезисе. Российские власти с самого начала нулевых последовательно убивали и обесмысливали местное самоуправление. Они лишали его бюджетов и полномочий и превращали в декоративное приложение к исполнительной власти. Но пришел 2022 год. И вместе со всем прочим, что в нем случилось, пришел и новый раунд муниципальных выборов в Москве. И мы видим, что страх перед избранными людьми, перед людьми, у которых есть своя, пусть крошечная, но все-таки легитимность, этот страх не просто развился у властей из-за войны, он стал тотальным. Прямо сейчас ковровым образом преследуют тех людей, которые собираются избираться или переизбираться в муниципальные депутаты в Москве. Причем делают это особенно циничным образом. К депутату приходит полиция, везет его в суд, а там еле сдерживающий смех судья читает протокол, в котором написано: в 2016 году депутат опубликовал экстремистскую символику в соцсети. После чего ему выписывается штраф в 1000 рублей. Это административная статья, и она написана специально для выборов. Те, кто получил такой штраф, не могут баллотироваться в течение года. И вот такие штрафы за символику умного голосования, которые запостили, когда она не была экстремизмом и много лет назад, ну или еще за какую-нибудь символику, сейчас такой штраф получил чуть ли не каждый действующий оппозиционный депутат и чуть ли не каждый известный местный активист, собирающийся избираться. Казалось бы, вы же рапортуете о всеобщей поддержке и народном единении, о единстве народа и вождя. Чего вам сдалась эта сотня муниципальных собраний, которые на всех распределяют денег меньше в год, чем хиленький департамент мэрии в месяц? Вот вам не наплевать, чем посыпят дорожку в парке? Но на самом же деле еще как не наплевать. Причем чем дальше, тем больше не наплевать будет.
За последние 4 месяца план по репрессивному законодательству был перевыполнен на 10 лет вперед. Теперь уже любое не вполне восторженное отношение к власти и ее действиям грозит любому человеку неприятностями, начиная от штрафа и потери работы, заканчивая уголовным заключением, превышающим по сроку убийство с отягчающими обстоятельствами. Плюс к этому, по естественным причинам, силовые органы в таких обстоятельствах начинают играть существенно более неадекватную роль, чем прежде. Теперь никто не в безопасности, и под ударом репрессий все, от рядовых граждан до ректоров крупнейших вузов и генералов МВД. Теперь не обязательно как-то открыто и публично оппонировать, а серьезные неприятности могут последовать за громкий разговор в ресторане или обложку паспорта с неверным гербом. Красные линии раньше были чисто воображаемыми, теперь их нет вовсе. Постоянно новости о новых поводах сесть, постоянно новости о новых посадках. Так заменяет отсутствие победных новостей с фронтов российское руководство, создавая атмосферу всеобщего страха. В этой ситуации социология как индустрия становится бессмысленной. Любой политический вопрос респондент слышит так: вы внимательно слушали Соловьева или хотите уехать на 15 лет? Процент отказа отвечать, и без того бывший запредельно высоким, ушел за 95%. Кажется, что для власти это очень хорошо. Наконец-то она окончательно освободилась от гнета общественного мнения. Наконец-то ее оппоненты сидят либо за границей, либо в тюрьме. Наконец-то любое недовольство и по любому поводу можно приравнять к предательству. Государственные ведомства в принципе любят чрезвычайщину, потому что это повод бесконечно раздувать свои полномочия, штатную численность и бюджеты. Это повод отменить права граждан не по штучке, а оптом. Это повод повысить свою значимость в системе и устранить конкурентов. Чрезвычайщина всегда источник власти и денег. Но государство не едино. Если силовики сейчас действительно как дети, запертые на ночь в кондитерском отделе, то есть еще и другие люди, например, которым нужно обеспечивать политическую власть. Есть люди, которым нужно проводить выборы. Проводить выборы в ситуации, когда они вообще ничего не знают об избирателе. Через 2 месяца миллионы граждан по всей стране окажутся в тишине и уединении избирательных кабинок. Они будут избирать губернаторов, законодательные собрания регионов, муниципальных депутатов. Миллионы людей, чья жизнь стала заметно хуже, чьи доходы ощутимо упали, а кого-то из них уволили, у кого-то знакомый не вернулся с войны. Все они почувствовали, что жизнь изменилась, причем не в лучшую сторону. И вот в этой кабинке их никто не видит. За спиной не стоит человек в погонах. Галочка в бюллетене – это единственный ныне шанс безопасно показать властям фигу. Хочет большинство эту фигу показать или не хочет? Мы не знаем. И организаторы выборов тоже не знают. Ведь публичную сферу они полностью зачистили. Сами лишили себя социологии, а теперь вот этого непонятного гражданина с непонятными мыслями в голове нужно оставить наедине с бюллетенем. Причем совершенно очевидно, что результаты каждых выборов – это теперь вопрос лояльности. Причем лояльности не только большой массы анонимных избирателей, но лояльности организаторов. Как будет выглядеть, например, губернатор прифронтовой Курской области, если мимо городского собрания его столицы пролетят провластные кандидаты чуть ли не в полном составе? Как будет выглядеть мэр Москвы, если избиратель свои антивоенные взгляды выразит на участке, голосуя за любого против? И вот, в такую годину тяжелых испытаний, когда все должны быть как один сжатый кулак, как будет чувствовать себя любой начальник, который принес протестный результат? Что будет с теми, кто допустил скандал? Кому Родина дала приказ, а он не выполнил? Как себя сейчас чувствуют все эти гражданские администраторы, которым положено проводить эти выборы, когда у них с одной стороны избиратели, у которых черт его знает что на душе, а с другой целая армия самых разных силовиков, которые только и ждут запаха чиновничьей крови? Ведь одно дело, ссылаясь на закрытые соцопросы, докладывать наверх о том, как у нас тут патриотизм заколосился. А другое – спросить у москвичей об отношении к происходящему путем кидания бюллетеней в урну. Может ведь оказаться, что московская мэрия допускает политическую близорукость, преступную даже небрежность, граничащую с саботажем и предательством. Военное это время. Возможно, пришло время сделать кадровые выводы. Ведь спустя всего год после муниципальных выборов будут выборы мэра Москвы, а спустя 1,5 года президентские. Причем ситуация за это время станет только хуже. Дело здесь не в составе муниципального совета Хорошевского района и не в установке детской площадки у дома номер 8 по улице Острякова.
Дело здесь в том, можешь ли ты, Сергей Семенович, провести выборы у себя тихо, без скандала и с абсолютной победой. Даже если граждане чувствуют вполне обоснованную опасность рандомных репрессий, то большие начальники, у которых действительно много врагов и конкурентов, много желающих разорвать их политический труп, они-то прекрасно понимают, что теперь неприкосновенных нет, и что угодно может быть воспринято как нелояльность. Отсюда стремление зачистить все на свете у дальних подступов, до того, как непредсказуемый избиратель зайдет в кабинку и увидит там какого-то ненадежного или непонятного кандидата. Под ноль защищают даже муниципальные выборы. Даже московские муниципальные советы с совсем уж урезанными полномочиями. Есть ли во всем этом мраке какая-то хорошая новость? Конечно, есть. Хорошая новость в том, что все осознают, на дворе не 2014, никакого Крыма номер 2 не вышло. Никто из тех, кому нужно проводить выборы, кому нужно идти к избирателям, никто из них не верит в брехню из телевизора и соцопросов. Война не популярна и со временем популярнее не станет. Война с каждой неделей только теряет поддержку. Это политический закон. Закон, который придумали не в либеральных демократиях. Он работал и в античности. Он работал, когда воевали все, всегда и со всеми. Ты можешь быть кровавым людоедом, можешь убивать людей забавы ради. История такое спускает. Но если уж ты развязал войну, изволь ее быстро и триумфально выиграть. Военных неудачников история не прощает. Общественное мнение можно загнать репрессиями на некоторое время в подполье. Можно зачистить публичное поле. В этом главный плюс несвободных обществ для их руководства. Но беда в том, что если ты не видишь общественного мнения, то это не значит, что его нет. В Советском Союзе 80-х не было даже намека на интернет, пусть и с массой заблокированных сайтов. Не было намека на мессенджеры или нечто подобное, а для звонка в соседний город надо было идти на почту. Любая копировальная техника, каждый ксерокс были под строгим учетом и не могли быть в частных руках. А война в Афганистане и рядом не стояла по масштабам с украинской, и к тому же шла за 3-9 земель. Тем не менее, сарафанное радио работало. Люди передавали информацию. Война вызывала все больше ужаса, раздражения, все больше влияла на общественное мнение, которого никто не слышал. Его не существовало публично, но оно было. Люди знали о покалеченных и убитых, они боялись за родственников и знакомых, не понимали, за что каждый день гибнут солдаты. Такие настроения стали далеко не единственным, но большим гвоздем в крышке гроба советского строя. Люди готовы были мириться с ужасными бытовыми условиями, но страх умереть в далекой и ненужной войне был личным для каждой семьи. Сегодня нельзя давать никаких прогнозов о развитии ситуации, но по действиям власти мы уже точно можем понять две вещи. Во-первых, войну не удастся подвинуть, о ней не удастся забыть. Война продолжает влиять на жизнь и восприятие этой жизни гражданами. Во-вторых, сама власть знает цену своей поддержки и не готова рисковать даже минимально. Чтобы подвести черту под происходящим сегодня и сделать вывод о реальном количестве народной поддержки, достаточно вернуться ровно на 9 лет назад, в лето 2013 года. Тогда Алексея Навального, главного оппонента действующей власти, реального лидера оппозиции, могли допустить до вторых по значимости после президентских выборов мэра Москвы. 9 лет назад выборы в Москве, конечно, честными не были. Даже близко не было речи о равном допуске в СМИ или чем-то подобном. Но тогда власти практически не препятствовали уличной агитации, и тогда же был действительно честный подсчет голосов. Безо всякого электронного голосования, пусть в шаге от второго тура, но Сергей Собянин выиграл. И выиграл не у табуретки, не у номинального оппонента, а у целого Алексея Навального. И теперь, спустя 9 лет, когда Навальный находится в глухой изоляции, когда все внятные оппозиционные структуры разгромлены, когда оппозиционная деятельность де-факто криминализована, когда нельзя вести никакой внятной политической кампании, нельзя допустить никаких настоящих кандидатов даже на выборы муниципального уровня. Соломки надо подложить везде, потому что абсолютно все может пойти не так. Даже не в 13-м, а еще в 17-м году муниципальные выборы в Москве проходили, может быть, даже можно назвать и честно. Допускали вообще всех, агитации не препятствовали. А в 22-м бегают за депутатами,
чтобы выписать им административку за события 6-летней давности, лишь бы они в бюллетень попасть не могли. Если вам будут задавать вопросы о том, как русские люди относятся к Путину и войне, то расскажите им про этот путь. Насколько уверенным в себе был режим 9 лет назад, до всякого Крыма, между прочим. Как он полагался на большую поддержку, и каким тот режим стал сейчас. От готовности сразиться с Навальным до как бы чего не вышло в муниципалитете Чертаново-Северное. Вот такие дела. До завтра.